Доброе утро! Друзья, как правило, союз зависимого и созависимого– это очень тяжелые эмоционально напряженные отношения, где созависимый наставляет, а зависимый протестует. Для выражения своего протеста и снятия эмоционального напряжения зависимый обычно уходит в свою зависимость. Созависимый при этом снимает свое напряжение криками, физическим насилием, слезами или жалобами. Все понимают, что с отношениями что-то не так, но, как правило, ничего не меняют. К сожалению, в таких отношениях страдают все, и те, кто просто находится рядом, в особенности дети. Никто не спешит разрывать такие отношения, ведь они имеют свою выгоду. Об этих выгодах я говорила в первой части. Пара зависимый и созависимый формируются по принципу взаимодополняемости, и их существование возможно только в союзе. И, возможно, они никогда не разведутся, потому что они образовали нездоровую систему, в которой одна часть без другой не работает. И, наверное, алкоголизм супруга никогда не закончится, поскольку никто не рискует начать перемены себя. Каждый уверен, что меняться должен другой. Понимаете, изменить другого человека нельзя. Достичь иного качества жизни можно лишь путем глубоких изменений в себе. Согласитесь, нам себя-то изменить очень трудно, даже если мы сами этого хотим. А изменить другого человека не то что трудно, просто невозможно. Мы созависимые не осознаем, что наш вклад в патологические нездоровые отношения ничуть не меньше зависимого. Все потому, что мы зависим от зависимого, от его поведения и эмоционального состояния, и бессознательно поддерживаем болезненные отношения. Лишь когда такие отношения становятся невыносимыми, мы обращаемся за помощью, но не для себя, а для того, чтобы вылечить зависимого. Как правило, это приводит к возврату к прежним зависимым взаимоотношениям. А любые попытки зависимого выйти из-под нашего контроля вызывают у нас много агрессии. А все потому, что мучительные отношения становятся для нас привычными, и в здоровых отношениях мы не знаем, как жить. Рассказав о выгодах, я не хотела кого-то задеть, устыдить. Я хотела сказать, что такие выгоды существуют. Выгоды – это часть созависимости, закономерная часть. А созависимость – это не повод стыдиться себя, а проблема, над которой стоит работать. Потому что даже частичное избавление от созависимости оказывает колоссальное благотворное влияние на семью в целом, на самого созависимого, на детей, на взаимоотношения с окружающими. Семья – это система, и все части этой системы находятся в тесном взаимодействии. Поэтому улучшение или ухудшение состояния одного из членов семьи неизбежно отражается на благополучии и самочувствии другого. Не стоит ждать, когда зависимый захочет лечиться. Жизнь семьи может существенно улучшиться, если хотя бы один созависимый член семьи начнет выздоравливать от созависимости.